Мы постоянно что-то обсуждаем. Что снимать, как снимать, о чем снимать. И вот в процессе съемок роликов про Крым в формате лайв пришло какое-то небольшое неудовлетворение. Вроде ролики симпатичные получаются, и количество просмотров немаленькое, но каждый день одно и то же. Сегодня на завтрак у нас яичница. Поснимали кадры с коптера. Дорога, поигрался Платон. Мысль о том, что хочется делать еще что-то полезное, постоянно терзала голову. И мы решили, что в конце каждого путешествия будем снимать какой-то обобщенный фильм, в котором будем рассказывать немного о регионе, о тех достопримечательностях, которые посетили, о нашем маршруте, о тех затратах, которые у нас были. Сегодня первый пробный вариант. Посмотрим, что получится, понравится ли нам, понравится ли вам. Так что поехали! Задержавшись, как обычно, на пару дней 9 мая, мы отправились в дорогу. Четких планов у нас не было, но мы уже посещали Крым и имели небольшое представление о регионе и местах. В поездку мы отправились на нашем замечательном экспедиционном полноприводном автобусе. Старшего пришлось оставить дома, так как у него до конца мая школа, и он категорически отказался забивать на нее. Дорогу выбрали самую простую и быструю, через Новый Крымский мост. От Рязани до Таманского полуострова около 1500 километров. Большая часть дороги проходит по трассе М4 Дон. Дорога вроде неплохая, в пробки мы не попадали. Может быть, дело в том, что майские праздники уже прошли, а каникулы еще не начались. И поток пассажиров, желающих погреться под жарким крымским солнцем, еще не столь велик. На платные участки мы потратили около 1000 рублей. Но у нас высокий автомобиль, и мы попадаем под не самую дешевую третью категорию. Кстати, говорят, что скоро вся трасса станет полностью платной. Раз уж речь идет про дорогу, то стоит упомянуть и доблестных сотрудников ГИБДД, которые должны заботиться и оберегать участников дорожного движения. О гостеприимстве южных ГИБДДшников наслышаны многие, но нам посчастливилось избежать каких-либо проблем и сложностей. Возможно, дело в том, что мы на самом деле стараемся соблюдать все правила ПДД, а изменения конструкции автомобиля у нас зарегистрированы и прописаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства. За все время путешествия нас остановили 4 раза, 3 из которых еще до Крыма. Переезжаем мост, мы на полуострове, и тут же мы попадаем под шквал яростных всея защитников Крыма с разных сторон. Кто-то пишет, что вас нужно отправить под мировой трибунал за то, что вы въехали на территорию Украины не через Украину, и теперь мы в каких-то черных списках каких-то полусумасшедших украинцев. С другой стороны, несутся обвинения, что мы как-то не так сказали про то, что территория Крыма не признана мировым сообществом, и мы предатели, и нас нужно расстрелять как врагов государства. В общем, по мне, так и те полные неадекваты, и нам чихать на все это. Для нас Крым — это территория с невероятно разнообразной природой, которая позволяет насладиться морскими пляжами, горами, степными районами и лесными предгорьями. Это история, которая насчитывает не 1000 лет. За это время Крым принадлежал разным народам и государствам. И удивительно, но в то же время замечательно то, сколько памятников сохранилось здесь. А дележкой пусть занимаются политики в кабинетах. Мое, мол, не мое. Мы на полуострове, в районе Керчи, одного из самых крупных и исторически значимых городов Крыма. Здесь стоит добавить, что некоторым удивлением для нас было то, что для сотовых операторов Крым еще был не совсем наш. И они все работали через роуминг. Поэтому сбегали и оформили местную симку с вменяемым тарифом. Керчь ведет свою историю с каких-то невероятных тысячелетий до нашей эры. На Керченском полуострове огромное количество памятников древности. Пантикопей, гора Митридат, крепость Яникале, царский курган и многое другое. Но на улице дождь, а гулять и тем более снимать в такую погоду не очень. Поэтому Керчь решаем пропустить и, возможно, оставить на обратную дорогу. Решили отправиться на Азовское побережье Крыма, в Караларскую степь. Здесь, наверное, стоит сделать небольшое отступление и рассказать о том маршруте, который мы запланировали. В этот раз мы решили устроить себе довольно простую поездку в формате семейного путешествия без каких-либо серьезных внедорожных маршрутов.
Начинаем, как я уже успел сказать, с Азовского побережья. Далее через мыс Казантип доедем до Арабатской стрелки, а потом уйдем на южный берег Крыма. Здесь проходит живописная дорога вдоль побережья, и, пожалуй, 99% туристической развлекательной инфраструктуры находится именно здесь. Из Ялты поднимемся на Айпетре. Сделаем небольшую петлю и выскочим снова на побережье в районе Балаклавы. Далее Севастополь, Бахчисарай и уйдем в степную западную часть, на мыс Тарханкут. Оттуда мы думали сначала отправиться в северную часть Крымского полуострова, но как ни старались, так и не смогли найти хотя бы одну стоящую достопримечательность в этом регионе. Поэтому будем возвращаться через столицу Республики Крым, Симферополь. Вот такой незамысловатый и простой маршрут ждет нас. Караларская степь – это огромный ландшафтный природный парк, расположенный на крайнем севере Керченского полуострова. Здесь встречаются какие-то редкие птицы, растения, но, если честно, то нас прежде всего интересуют невероятные бухты с пляжами, которые протянулись вдоль всего побережья. В годы СССР на территории современного природного парка располагался военный гарнизон. И говорят, что генералы частенько выбирали для проверок эти места, совмещая работу с отдыхом на пляже. Отсюда вроде как пошло название «Генеральские пляжи». Мы нашли свою бухту и остановились там на день. После Генеральских пляжей мы отправились в поселок Щелкино. Там нас пригласили погостить на виллах Кампари. Несколько дней мы были погружены в беззаботный и безмятежный отдых на двухэтажной вилле. Огромные мягкие кровати, чистота и уют, вкусная еда и потрясающие закаты, которые мы наблюдали прямо с веранды. Иногда стоит делать паузу и привычный активный ритм путешествий дополнять обычным отдыхом. В 15 километрах от виллы, где мы отдыхали, находится заброшенная Крымская АЭС, которая так и не была запущена. На территории мы заметили работающие экскаваторы, и, возможно, скоро уже это сооружение останется только на фотографиях и в видеокадрах туристов, посетивших ее. А мы продолжаем наше путешествие и отправляемся к Арабатской стрелке. Дорога по косе представляет собой зубодробительную грунтовку. Травиться не хочется, поэтому решаем вглубь не ехать. Тем более сильный ветер и поднимать дроны для съемки не хочется. Зато здесь отличные места для кемпинга. Море располагается строго на востоке, и утром есть возможность насладиться потрясающим восходом. Арабатская крепость – это татаро-турецкая крепость, которая была построена, чтобы прикрывать Крым от вражеских нападений с севера. Но сейчас эта достопримечательность огорожена колючей проволокой, а внутри заседают уже российские войска и тоже что-то прикрывают. Проезжаем мимо и направляемся в Акманайские каменоломни. Добыча камня началась еще при Екатерине II. Трудились здесь каторжане, неугодные служащие и жители села Акманай. Карта подземных ходов просто поражает своим масштабом. Входов в каменоломни много, но они находятся ниже уровня равнины, поэтому с дороги их не так просто увидеть. Внутри каменоломни представляют из себя длинные темные коридоры, поэтому без фонарика не обойтись. Гулять по подземным ходам жутковато, но интересно. Продолжаем наше путешествие и отправляемся на южный берег Крыма. Пляжи, усланные обожженными телами, фотки с попугайчиками, навязывание всевозможных экскурсий, толпы туристов. Хорошо, что мы в мае, и пока этого всего нет.
Заехали прогуляться по Генуэзской крепости в Судаке. С 13 века итальянцы стали появляться на южных берегах Крыма, завоевывать и покупать земли. К XIV веку они основали в Крыму Генуэзскую Газарию, сосредоточение крепостей, которые служили итальянцам опорными торговыми пунктами. Здесь же рядом в Новом Свете располагается тропа Голицына, живописная дорога, вырубленная в скале, которая заканчивается уютным пляжем. Но в путешествии с маленьким ребенком количество активных мероприятий и экскурсий довольно ограничено. Попросту ему это скучно, неинтересно и утомительно. Да и мы уже давно решили, что наши путешествия не должны превращаться в бездушный чек-лист по отмечанию мест, где мы были. Довольно просто в суете упустить момент и не успеть насладиться теми местами, где побывал. Поэтому наш маршрут прост и не ставит целью посетить все, что есть в Крыму. Мы на море, надо ехать на пляж. Погода хоть и солнечная и на улице тепло, но море еще довольно холодное. Зайти окунуться отлично, а вот часами плескаться пока не получится. Возможно, именно поэтому проблем с поиском свободных мест на пляжах пока нет. А вот ребята, с которыми мы познакомились и которые отдыхают здесь каждый год, сказали, что летом тут сложно найти место для авто. Все забито отдыхающими, желающими окунуть свои тела в горячее Черное море. Случайные знакомства – это один из моментов, ради которых стоит путешествовать. От общения с людьми ты всегда узнаешь что-то новое. Иногда это интересное, а иногда очень интересное. Так и в этот раз Андрей рассказал о том, что рядом находится довольно интересная локация. И хотя дорога с ребенком оказалась не очень простая, мы получили истинное удовольствие от созерцания творения неизвестного скульптора-отшельника. Мастер из камней и прибрежного мусора смог выстроить увлекательные композиции. Здесь и замки, и мосты, и башни, и корабли. Ну, просто локация из «Игры престолов». А мы движемся дальше. На склоне горы Демирджи находится долина привидений. Это скопление каменных останцев причудливой формы. Каменные скульптуры были созданы природой в результате процессов выветривания известняка. У фигур причудливой формы, и многие из них имеют имена, которыми наделяют каменные глыбы туристы. Гном, Екатерина, Сфинкс, Сердце. Погода была не особо прогулочная, туман, дождь, и мы решили насладиться видами долины снизу. Совершенно случайно и не договариваясь, у нас образовалась интересная компания. И под шум падающих капель, согреваемые горячим глинтвейном, а иногда чаем, мы провели пару дней в разговорах о путешествиях. Олег с Юлей также путешествуют на полноприводной «Газели». Артем с Настей и с дочуркой Ангелиной решили на пару дней заскочить в Крым, кстати, тоже на «Газели». Татьяна с Александром путешествуют на «Шевроле Нива». В долину привидений мы не пошли, потому что дождь так и не захотел останавливаться. Зато прогулялись до крепости Фуна и направились в Ялту. Зашли в местный супермаркет «Пут». Цены на продукты в Крыму процентов на 20-25 выше, чем у нас в Рязани. Кстати, цены на топливо выше процентов на 10-15. В Ялте огромное количество интересных мест. Если вы не хотите много ездить, но хотите насладиться максимальным количеством достопримечательностей, то вам сюда. Здесь и дворцы, и винные заводы с дегустациями, и природные достопримечательности, парки, набережные, кафешки и отели. В прошлой поездке мы уже посещали все эти музейные комплексы, и поэтому решили в этот раз не утомлять Платона и отправляемся дальше. Путь наш лежит на гору Айпетри, откуда открывается отличный вид на побережье. Дорога на Айпетри представляет из себя горный серпантин с большим количеством поворотов на 180 градусов. Серпантин по большей части проходит через лес, и достаточно крутой склон не кажется столь опасным. Айпетри – это не отдельный пик, а целый горный комплекс, в который входит Айпетринское плоскогорье. Высота главной вершины массива
1234 метра над уровнем моря. На самую вершину я пошел один, потому что было уже поздно и идти надо было быстро, чтобы вернуться до наступления темноты. Если немного зайти за ограждение, чего я ни в коем случае не рекомендую, то можно испытать непередаваемые ощущения. Скала вертикально обрывается вниз, а облака проплывают прямо под ногами. Найти стоянку здесь не удалось. По обочинам грунтовки стоят знаки ОУПТ – особо охраняемая природная территория, запрещающие съезжать с дорог. Двигаемся в сторону нашей следующей точки – средневековому городу-крепости Мангуб-Кале. Ночуем в итоге в каких-то заброшенных садах. А тем временем у нас отличные новости от партнера нашего канала, сети магазинов автозапчастей и аксессуаров Юлсан. Теперь ты не только можешь тратить деньги, но и зарабатывать. Разбираешься в тачках и запчастях? Хочешь начать свое дело? Значит, бизнес с Юлсан для тебя. Открой свой магазин автозапчастей и аксессуаров по франшизе от компании Юлсан и начни зарабатывать, занимаясь любимым делом прямо сейчас. Уже открыто более 200 магазинов по всей стране, так что поторопись. Оставь заявку на официальном сайте сейчас, и уже завтра ты будешь владельцем собственного бизнеса Юлсан. Ссылка в описании. В районе села Танковое есть дикое маковое поле. Огромные красивые бутоны. Мы устроили небольшую фотосессию. Юля походила среди цветов, а я поснимал с коптера. На Мангуб-Кале изначально я хотел заехать на машине. В 2014 году мы это уже делали на Патриоте. И в этот раз очень хотелось испытать «Газель» в действии. Но мы с Юлей уже давно думаем о том, что в наших путешествиях больше времени уделять пешим прогулкам. Поэтому в этот раз мы решили подняться на плато, где располагаются руины города, пешком. Протяженность подъема составляет порядка 1,5 километров, но с подъемом на высоту 300 метров. Получается довольно крутая дорожка для прогулок с маленьким ребенком. Но в итоге мы достаточно легко поднялись наверх минут за 40-50. Наверное, треть дороги Платон даже прошел сам пешком, а остальную часть у меня на шее. Наверху мы устроили пикник с красивым видом на долину. Дальше мы направились в Севастополь. В районе Балаклавы и мыса Фиолент замечательный фотограф Татьяна организовала нам фотосессию. Заночевать мы решили там же, прямо на мысе Фиолент. Нас не смутило то, что совсем неподалеку находится населенный пункт. Чем больше мы путешествуем, тем меньше переживаем по поводу выбора мест стоянок. Кстати, опять же, преимущество путешествий вне сезон. В летние месяцы вряд ли будет так просто искать место для ночевок в безлюдных и малолюдных местах. А дальше едем в Севастополь. Самый крупный по численности населения город на Крымском полуострове. Количество памятников, парков, музеев и другого рода достопримечательностей здесь огромно. Каждый найдет себе занятие по интересам. Мы же решили здесь не задерживаться и посетить лишь самую значимую, по нашему мнению, достопримечательность – Херсонес Таврический. Город основан в V веке до нашей эры, и уже тогда здесь сформировался демократический полис. Именно здесь крестился князь Владимир, который положил основу христианской России. В данный момент на развалинах города располагается современный и довольно уютный музейный комплекс, и мы с огромным удовольствием прогулялись по территориям. Рядом с Севастополем располагаются инкерманские каменоломни и крепость Каламита. С каменоломнями связано много историй, в том числе трагических. Говорят, что во времена Второй мировой войны здесь находился целый подземный город.
Во время наступления немецких войск эвакуировать все население не успели, и было принято решение взорвать штольни, несмотря на наличие людей в них. Тут же находятся остатки средневековой византийской крепости Каламита. Едем дальше в сторону Бахчисарая. Именно этот регион считается главным поставщиком клубники на полуострове. Вдоль трассы стоят прилавки, грузовички, торгующие сочной ягодой. И если в начале нашей поездки мы покупали клубнику по 300 рублей за килограмм, то спустя 2 недели здесь уже берем по 115. Сперва решаем посетить еще один пещерный средневековый город-крепость Чуфут-Кале. Здесь располагается музейный комплекс в очень живописном месте. Если пойти не через центральный вход, а объехать с задней стороны, то можно насладиться отличными пейзажными видами. Дорога здесь, правда, не из лучших. Ничего страшного, но автомобиль с высоким клиренсом и полным приводом желателен. Город существовал практически до 19 века, и поэтому сохранился довольно неплохо. Есть даже несколько доживших до наших дней в сохранности усадеб. Пожалуй, самая известная достопримечательность региона – это Ханский дворец. С тем самым фонтаном слез, который Пушкин прославил в поэме «Бахчисарайский фонтан». Мы сомневались, идти или нет, мы уже были здесь, и в прошлый раз, не сказать, чтобы нас этот комплекс очень впечатлил. И Платону вряд ли было бы здесь интересно. А потом Юлия увидела сообщение на сайте, что видеосъемка на территории дворца запрещена, и надо получать какое-то разрешение. И мы умчались дальше. Теперь по плану посетить западное побережье Крыма. Покидаем горные районы, и теперь вокруг нас бескрайняя степь. Не столь привычная картинка, которая вряд ли у кого-либо ассоциируется с курортным полуостровом. Проскакиваем Евпаторию, направляемся в деревню Поповка, где останавливаемся на ночевку рядом с местом, где совсем недавно проходил фестиваль Казантип. Встали прямо на песчаной косе, полетали над республикой. Раньше здесь была большая тусовка, а сейчас здесь стоят одинокие причудливые сооружения. А мы движемся все дальше на запад в сторону мыса Тархан-Кут. По дороге мы увидели огромные ветряные мельницы. Подъехали к ним, поснимали. Масштабы поражают. Когда видишь картинку или видео, это не так передает ощущение от того, что с довольно громким гулом, рассекая воздух над тобой, вращаются лопасти размером с пятиэтажный дом. Скудные пейзажи разбавляют яркие поля, усыпанные цветущими маками и лавандой. Подъезжаем к кемпингу Sunset. Стоимость кемпинга на двоих, Платон пока не в счет, 500 рублей, по 200 рублей с человека и 100 рублей за машину. За эти деньги мы получили парковочное место, пользование туалетом и технической водой. Ну и пляж под названием Майами, про который многие говорят с восхищением. В итоге кемпинг, который многие нам рекомендовали, нас совсем не впечатлил. Начать стоит с места. В нем нет ничего живописного. Стоишь словно в поле, море не видно, из растительности 2 куста. По пыльной дороге постоянно проносится местный обслуживающий персонал на старой классике, поднимая столбы пыли. Горячий душ отдельно, платный, по 150 за раз за человека. Летний душ, входящий в стоимость, располагается у самого въезда на территорию, в 500 метрах от места размещения. Хотя логичнее, как нам кажется, ставить его в районе пляжа. Вода в нем явно солоноватая и не доставляет особого удовольствия. Вокруг старые кемперы, которые наполовину вросли в землю, с пристроенными террасами. Выглядит все это довольно бездушно и неопрятно. Из плюсов, пожалуй, неплохой уютный пляж. Чистый, ухоженный, с белым песком, зонтиками и кабинками.
но до своего громкого названия Майами явно немного не дотягивает. Решаем особо не задерживаться на этом месте. В 2014 году мы катались на лодке вдоль Тарханкутского побережья, и можем смело сказать, что это более впечатляющее зрелище, нежели то, что открывается из окон автомобиля. Кстати, здесь вся территория является также особо охраняемой природной территорией, и останавливаться и ночевать в машине можно только в строго определенном, по-моему, одном месте. Здесь нас застал один из самых красивых закатов. Мы стояли и наслаждались видами за чашечкой ароматного кофе. Мы заметили такую особенность. В путешествиях большое внимание уделяем рассветам, закатам. Ты любуешься природой, тогда как в обычной жизни рутина поглощает тебя, и ничего вокруг не замечается. Мы в очередной раз подумали о том, что надо учиться проживать каждую минуту, каждый день, а не тратить время на ежедневную ненавистную рутину ради призрачного светлого будущего. Вроде отличное место для ночевки, но бывают такие моменты, когда какой-то внутренний голос говорит «поехали, ну поехали». И мы с Юлей, заварив в термокружке кофе, срываемся и в ночь мчимся дальше. Как мы ни старались, но легкой эта поездка не получилась. Во-первых, нам, хоть и с трудом, но удавалось готовить ролики на канал, находясь непосредственно в путешествии. Съемки и монтаж одного ролика в неделю занимало 100% времени. Да и ежедневная дорога и новые места накладывали свой отпечаток на эмоциональное состояние. Подъезжаем к еще одному месту, которое нам очень нравится. Это Белая скала или Аккая. Лагерь решили разбить под скалой и не прогадали. Позже будет еще один потрясающий закат. А пока собираемся в прогулку, поднимаемся наверх. Давай. Не сам? А как? На шее? У кого? Папа, забирай. Отсюда открывается замечательный вид, а вертикальные стены скального массива и сильный ветер придают определенный колорит месту. Путешествие по Крыму подходит к концу, и пора подвести какие-то итоги. Коротко о нашем впечатлении, сложностях, ценах, наших расходах. Крым – замечательное место для путешествий, в том числе семейных. Много исторически важных и хорошо сохранившихся достопримечательностей. Красивая разнообразная природа, море, и все это на довольно небольшой по площади территории. При желании весь Крым можно объехать и за пару дней. Из минусов довольно неразвитая инфраструктура, местный туристический сервис оставляет желать лучшего. При этом дикий отдых становится все сложнее и сложнее. Все самые красивые места теперь ООПТ, особо охраняемая природная территория. Куда-то разрешено въезжать, куда-то нет. С дикими ночевками на этих территориях тоже не так просто. Про водоохранные зоны уже, наверное, слышали все. Про то, что к морю ближе 500 метров нельзя подъезжать, а к речкам длиной свыше, по-моему, 10 километров ближе 200 метров.
Цены в Крыму существенно выше. Продукты, бытовая химия, товары общего потребления дороже процентов на 20-30. Топливо здесь процентов на 20 дороже. Да даже на рынке. Вроде как местные продукты, а все равно некоторые дороже. С одной стороны, понятно, курортный регион. С другой стороны, по общему сервису здесь все еще довольно-таки плохо. Коротко о наших расходах. Эта поездка вышла, пожалуй, одной из самых бюджетных. За 3 недели мы потратили всего 46 тысяч рублей, из которых 26 ушло на топливо. Остальное на еду и какую-то мелочь. При этом мы покупали мясо, много фруктов и овощей, вино. В общем, питались как дома. Если у кого-то есть какие-то вопросы или пожелания, пишите в комментариях. Всем пока, удачных путешествий!